Всем привет, дорогие мои друзья! Скоро Пасха, и я хочу поделиться с вами рецептом сдобного теста, которое отлично подходит как для обычных сдобных пирогов, так и для куличей. Сейчас мы с вами будем делать пасхальный пирог. Я думаю, что у меня останется тесто, мы из него сделаем также куличи. Все, что нужно для этого теста, вы видите у меня на столе. Еще мука, и у меня разогревается масло. Замешивать тесто я буду в миксере, но это можно сделать и руками. В миксере гораздо проще. Очень важно для сдобного теста, чтобы все продукты были комнатной температуры. Я всегда вношу все продукты в кухню и оставляю их на ночь. Итак, друзья, приступим. Все очень просто. Молоко я слегка подогрела, яйца и сахар. Слегка размешиваю, чтобы яйца разбились и сахар растаял. Теперь добавляю сюда сыр рикотта, который можно заменить обычным мягким творогом. Вы знаете, мне гораздо проще найти сыр рикотта, чем хороший мягкий творог. Можете себе представить? Поэтому я беру сыр. И теперь сюда добавляю все ароматизаторы. У меня это апельсиновая паста. Можете взять цедру апельсина и лимона. Я добавляю лимонный экстракт вместо лимонной цедры. Это как бы лимонное масло, девочки. Здесь буквально, наверное, пол чайной ложечки. Добавляю сюда же щепотку соли, дрожжи, ванилин на кончике ножа. Добавлю сюда очень мягкое масло, которое у меня наполовину растоплено, наполовину просто мягкое. Так, теперь я все это перемешаю до однородности. Поскольку сыр и масло у меня очень мягкие, то они размешаются и позже. И я сварила инвертный сироп. Я сейчас добавлю чуть-чуть, у меня там осталось в мисочке. Слегка перемешиваю и начинаю добавлять муку. Так, у меня ушла вся мука. Как видите, я сниму остатки теста со стеночек и буду продолжать вымешивать тесто, пока оно не станет однородным. Возможно, нужно будет добавить хотя бы еще пару ложечек. Точно не скажу вам. Посмотрим. Мука у всех разная, поэтому посмотрим, как будут идти дела. Тесто у меня получается достаточно жидкое, поэтому я добавлю еще пару столовых ложек просеянной муки. Как я уже сказала, девочки, у вас тоже возможно так и случится. Тоже придется добавить чуть-чуть больше муки. Ну вот, друзья, прошло, наверное, минут 10. И получается у меня вот такое липкое тесто. Сейчас я его выложу на стол. И вы знаете, прям хочется потрогать руками все-таки. Аромат, друзья, просто обалденный. Тесто слишком липкое все равно. Видите? Вроде бы и муку всегда покупаем в одном и том же магазине. Все равно получается тесто каждый раз разное. Очень осторожно, девочки, с мукой, потому что, лучше пусть оно немножко липнет, чем забить тесто мукой. Вот я буквально пару столовых ложечек добавила. В принципе, конечно, можно добавить эту же муку в миксер и там немножечко домесить. Знаете, тесто такое нежное, такое ароматное, что его хочется трогать руками. Давайте попробуем его замесить и посмотрим.
Так, ну что, друзья, вот посмотрите, тесто очень липкое. Я просеяла еще вот немножко муки. Видите, да? Здесь, наверное, у меня было полстакана еще. Но вот я все не использовала, потому что не хочу сильно забивать тесто мукой. Сейчас я его, вот эту миску, в которой у меня тесто будет подниматься, слегка смажу маслом и переложу туда тесто. Оно, конечно, не будет уже так липнуть, но если добавить слишком много муки, то, мне кажется, будет перебор. Теперь тесто обваляю в масле в растительном, и все будет хорошо. Еще раз предупреждаю, ребята, тесто очень липкое. Не знаю, хватит ли мне этой миски, но посмотрим. В крайнем случае переложу в другую. Вот так. Ставлю тесто в теплое место. У меня это заранее разогретая духовка. Я ее разогреваю до 50 градусов. И выключаю, ставлю туда тесто. Мне кажется, миска маленькая. Ну, посмотрим. Встречаемся позже. Забыла сказать вам, друзья, что пока у меня поднимается тесто, я приготовила начинку. Я взяла изюм, у меня там смесь изюма с клюквой, сушеной клюквой, и добавила туда цукаты, вот такие апельсиновые и лимонные. Налила я сюда примерно 2 столовые ложки ликера амаретто и немножечко виски. Если хотите сделать безалкогольный, можете залить изюм или вот эту смесь сиропом сладким или соком апельсиновым. В общем, как хотите. Можете просто залить горячей водой, дать немножко постоять и потом воду слить, чтобы изюм и ваши сухофрукты стали немножечко мягче. Как видите, вот воды здесь совсем нет. Я периодически помешиваю так, чтобы вот эта вся жидкость, она впиталась в сухофрукты. Кстати, использовать можете любые сухофрукты, какие у вас есть. Решила добавить немножечко вот такой вот вишни, смотрите, или черешни. Она не очень твердая, но я ее все равно пополам так порежу, чтобы она была не целыми такими вишенками. Не найду, у меня есть еще красная, она, конечно, красивее смотрится в выпечке. Ну, так, несколько штучек можно добавить. Можно добавить и сушеные абрикосы, или финики, если хотите, или, как они называются, инжир. Ну, в общем, на ваше усмотрение. Ну, вот так, я думаю, достаточно. Накрываю крышкой, и я периодически так переворачиваю, чтобы даже если я вдруг плохо помешала, чтобы изюм или сухофрукты полностью были покрыты этими ликером. Ну вот, друзья, тесто мое поднялось второй раз, я его уже один раз обмяла, и теперь давайте приступим к разделке. Я тут насмотрелась интернета, и там, конечно, существует огромное количество различных видов разделки, пирогов, украшений, все такое. Если вы умеете, у вас есть желание и время, пожалуйста, украшайте на свое усмотрение, на свой вкус. Я буду делать все просто, так, как умею. Стол я посыпала мукой, припылила совсем немножко. И сейчас нужно взять часть теста. Форма у меня диаметром 23 сантиметра. Поэтому, конечно, тесто у меня будет чуть больше, чем необходимо. Ничего страшного. Из оставшегося теста, как я уже сказала, можно сделать булочки, сладкие пирожки, куличи, все, что хотите. Тесто пока вот так накрою и уберу в теплое место, чтобы оно не заветривалось. А вот этот кусочек мы сейчас с вами разделаем. Я буду заплетать тесто в косичку. И чем тоньше и больше раскатаете тесто, тем больше слоев у нас получится. Кстати, я порезала орехи, буду еще орехами пользоваться. И вот здесь у меня мягкое сливочное масло, которым я буду смазывать тесто. Раскатываю тесто в прямоугольник. Тесто раскатываю толщиной примерно
2-3 миллиметра. Я надеюсь, что вам хорошо видно. Старайтесь, чтобы прямоугольник получался ровный, тогда и рулет у вас получится тоже ровненький, такой, знаете, красивый. Ну вот примерно вот так. Сейчас вам скажу, кстати, можно померить. И здесь у меня примерно 55 на 40 сантиметров. Масло я слегка подтопила, потому что у нас все-таки, конечно, страна прохладная. И на кухне, невзирая ни на что, у меня достаточно холодно. Ну, если у вас масло мягкое, то можете просто мягким маслом смазать вот этот пласт обильно. И тогда у вас лучше будут видны слои теста, когда вы свернете и разрежете этот рулетик. Так, теперь, друзья, я взяла коричневый сахар, он у меня подписан. Вы можете взять самый обыкновенный белый сахар и слегка присыпьте ваше тесто. Присыпайте равномерно, чтобы... Я беру коричневый сахар просто потому, что у него более, такой, знаете, сильный запах. Ну, это не принципиально. Вот так слегка присыплю. Я очень люблю корицу, поэтому еще решила посыпать пирог корицей. Это не обязательно, на ваше усмотрение. Тоже хорошо посыпайте. Если будете пользоваться корицей, то вот хорошо во всех, так знаете, углах сыпьте. Посыпаю равномерно сухофруктами. Еще раз перемешаю. Посмотрите, нет никакой жидкости. Я надеюсь, вам видно. И слегка вот так присыпьте по всей поверхности смесью ваших сухофруктов. Рассыплю вот так, чтобы было более равномерно. Ой, как пахнет, ребят, вообще суперски. Я сюда, девочки, даже добавила немножечко этих ягод годжи. Просто они у меня тут лежали бесхозные, грустили. Но я решила, что давайте-ка мы вас используем. Так, ну вот так, смотрите, чтобы везде было как-то более равномерное количество ягод у вас. У меня тут что-то вишен, где больше, где меньше. И теперь плотненько сворачиваем. Ой, нет, подождите, еще пока не сворачиваем. Еще нужно посыпать орехами. И слегка еще присыплю вот так орехами. Вот и все. И теперь аккуратненько сворачиваем тонкий рулет. Вот прям плотненько. Справляйте вот здесь края, чтобы все у вас хорошо свернулось. Края слегка прищипываю. И теперь разрежу этот рулет пополам. Разрезать нужно, ребята, очень тоненьким ножом или вот таким вот ножом для пиццы. Разрезаю сначала от середины к одному краю. И теперь от середины. Давайте сначала вот это переплетем. Вот эту часть, чтобы было легче. Смотрите, какие у нас слои получаются. И вот так вот аккуратненько переплету, чтобы... Что-то у меня муки много. Чтобы вот эти слои были хорошо видны. Вот так вот. И теперь вот отсюда тоже разрежу до другого края. Очень удобно вот таким ножом для пиццы, потому что он очень хорошо разрезает все сухофрукты, нигде не застревает, ничего. Переплетаю все эти слои. У меня есть вот такая лопатка деревянная. Сейчас все это мы с вами поправим. Слушайте, вам тут видно что-нибудь, а? Вот так.
сильно не прижимайте, чтобы у вас тесто хорошо поднялось по краям тоже. Аккуратненько вот здесь вот защипывайте. Вот. Вот так. Теперь сделаю еще один такой же маленький рулетик и положу его в серединочку. Но, не знаю, девочки, если, я же еще раз повторяю, если умеете делать вот такие красивые какие-нибудь фигурки, то, конечно, делайте. Я не умею делать эти лепесточки, цветочки. Вот, поэтому я делаю все просто. Вот такой небольшой теперь кусочек. И точно так, слушайте, тесто, посмотрите, вот просто хочу вам показать, обалденнейшее. Посмотрите, какое нежное, нежнейшее тесто. Смотрите, просто чудо. Также прямоугольником раскатываю меньший кусочек. Так, этот пласт у меня получился примерно сколько? 30 на 36. Ну, это, конечно, зависит от вашей формы, поэтому, ну, как бы, знаете, ориентировочные данные у меня. И делаем то же самое. Маслом мажем. Немножечко сахара. Немного сухофруктов. Аби, как тебе не стыдно? Там чмокаешь на весь дом. Оставлю немножечко сухофруктов на оставшийся кусочек. Орехи добавляем. Давайте корицей уже тогда сыпать. Ну и повторяем то же самое, что мы уже сделали. Сворачиваю рулетик. Сворачиваю так плотненько. Разрезаю пополам. Слышите, да, как режутся сухофрукты? Выворачиваю вот так слои, чтобы их было видно хорошо. И аккуратненько вот так вот вставим. Ставим в серединочку. Друзья, получается вот такой пирог. Ставлю его в теплое место на расстойку еще на примерно час, пока он хорошенечко у нас не поднимется. У меня получился немножко кривоватый. Не обессудьте. Делайте красивее, лучше, чем у меня. Вот эти ягодки все сейчас вставлю обратно. Вот, сейчас включу обратно духовку на 50 градусов, накрою пленочкой этот пирог и дам ему хорошо подняться. Из оставшегося теста по этому же самому принципу можно сделать либо краффин, о котором вы все наверняка уже слышали, либо можно сделать обыкновенный кулич. Для обыкновенного кулича оставшиеся сухофрукты и орехи можете вмешать в тесто и выложить в форму, дать подняться вашему куличу и как бы выпекать. Да? Сделаем с вами сейчас краффин точно по такому же принципу. Раскатаю тесто в прямоугольник. Вот посмотрите, толщина примерно 3-4 максимум миллиметра. Вот так. Слушайте, какое тесто. Посмотрите, сколько пузырьков. Посмотрите, сколько тут пузырьков. Видите, да? Посмотрите, огромное количество пузырей. То есть тесто прямо вот дышит. И теперь все делаем точно так же. Смазываем
сливочным маслом. Честно вам скажу, когда я начала замешивать тесто, я как-то немножко что-то забеспокоилась. Оно сначала поднималось очень-очень медленно, но результат потрясающий. Тесто необыкновенное, мягкое, нежное, просто вот отлично в работе. Приятно его держать в руках. Поэтому советую вам взять этот рецепт. Рецепт, как всегда, я посмотрела в интернете и немножечко его доработала под свои формы. Чуть убавила сахара, чуть прибавила того-сего. Ну, как всегда, под себя немножко исправила рецепт. Сахар. Я взяла чуть поменьше сахара, потому что, ну, сами понимаете, да, слишком приторная выпечка тоже не всегда всем нравится. Ну вот, оставшиеся сухофрукты тоже так разложу. Посмотрите, ни капли жидкости нет, ничего, так что отлично все получилось. Вот. И остаточки орехов тоже рассыплю. Также заворачиваю в рулетик. Я думаю, вы все слышали про краффины. Очень популярный рецепт. Так, также берем шов внизу. Точно так же разрезаю пополам. Слушайте, у меня форма, наверное, маленькая для этой. Да? Аккуратненько вот эту часть переплетаем так, чтобы были видны все слои. И вот так вот заворачиваем. Вторую половинку я тоже разрежу пополам. Переплету косичкой, так, чтобы все слои были хорошо видны. И теперь уложу сверху на вот этот вот нижний, вот так вот, хвостики заверну вовнутрь. Аккуратненько поднимаю. И выкладываю в форму. Аккуратненько, аккуратненько. Опа! Вот так. Нет, нормально. Думала, форма маленькая будет, но нет. Накрываю пленочкой или шапочкой и ставлю до полной расстойки в теплое место. Встречаемся позже. Ну вот, друзья, посмотрите, как поднялся пирог. Я взобью один желток с ложечкой молока. Хорошенечко перемешаю и смажу пирог вот этой смазкой. Духовка у меня разогревается до 170 градусов. Ой. У меня щеточки все такие не очень хорошие. Аккуратненько, очень-очень осторожненько смазываем пирог вот этой смазочкой, взбитым яйцом, чтобы тесто у вас не опало. Накрою это пленочкой, мне еще понадобится. И
поставлю пирог в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 50-55 минут. Готовность буду проверять деревянной шпажкой. Вы ориентируйтесь по своей духовке, девочки, потому что духовка печет по-разному, тесто у всех разное, поэтому очень осторожно. Лучше лишний раз проверить готовность, чем пересушить пирог или, не дай бог, вытащить его еще не, знаете, сырым. Ну что, друзья, давайте посмотрим. Готов ли наш пирог? Он у меня немножечко подпекся, как видите. И я его накрыла фольгой, наверное, минут... сколько прошло? Полчаса он у меня выпекался, и я его потом накрыла фольгой. Теперь можно смазать либо сахарной водой, либо маслом, как хотите. Вот такой шикарный пирог получился. Вот, выпекался он у меня 55 минут. Сейчас я пирог выну из формы, а пока смажу кулич. Ой, яичным желтком, который у меня макнулся. Так, также аккуратненько смажу кулич яичным желтком и поставлю его выпекаться. Он, конечно, будет выпекаться немножко меньше, не 50 минут, поскольку он меньше размером. Аккуратненько смазываю, чтобы тесто не опало. Можете посыпать сверху еще сахаром, если хотите. Так, и теперь ставлю в духовку. Сначала поставлю на полчаса, потом проверим готовность. Ну и теперь осталось аккуратненько вынуть пирог из формы. Сейчас я вот так его отделю. Слегка пройдусь по краю, на всякий случай. У меня там Аби скребился где-то. Посмотрите, как пропекся наш пирог. Теперь его переворачиваем. Ой-ой-ой, обратно. Изюмочки пригорелись. Ничего страшного. Все, дам ему остыть и будем пробовать. Окей. Так, все готово. Посмотрите, палочка выходит сухая. Кое-кто считает, что надо петь Happy Birthday. Так, как только остынет, сейчас я выну очень горячий. Так, давайте попробуем вынуть из формы. Горячая. Так, выну, потому что очень горячая. Опа. Вот так. Теперь дадим остыть и можно украшать по вашему желанию. Можете помазать сверху маслом или сахарной водой. Вот, порежем и попробуем. Прошу прощения за шум, друзья, но если у вас есть дети и внуки, то вы понимаете, что в доме, в их присутствии никогда не бывает тихо. И слава богу, почти что пирог мы съели.
И хочу вам показать, какой он консистенции. Он еще теплый. Если его разрезать совсем холодным, то, конечно, он будет еще пышнее. Тесто очень хорошее. Пышное, мягкое, нежное. Если бы я дала ему остыть, как я уже сказала, он бы был просто еще пышнее. Я выпекала, как и положено по оригинальному рецепту, 55 минут, наверное. Но в следующий раз, конечно, я выну его раньше, как только он слегка подрумянится. Кулич еще горячий, поэтому я его не разрезала, но он просто необыкновенный. Вот хорошо пропекся, тоже выпекался он у меня тоже 50 минут. Сверху я накрывала тоже фольгой, я его спрятала в духовку от моих присутствующих тут хулиганов. Но как только он остынет, мы его тоже порежем и попробуем. Еще раз повторюсь, что можете украшать как хотите. Можете использовать это тесто для кулича. Обалденнейшее тесто получается. Вот именно такое, знаете, как пасхальное, хорошее, мягкое. Такое, знаете, даже не знаю, какими словами. Ну вот и все. Пользуйтесь на здоровье рецептом. Готовьте с удовольствием. Всем пока!